год тому назад примерно, а точнее 14 января, революция, которая началась 17 декабря в результате инцидента, когда один из молодых людей, Буль-Азизи, сжег себя в знак протеста против плохого отношения. Он был обладателем университетского диплома и работал продавцом овощей, несмотря на то, что он смирился с этим положением, конечно, унизительным, но ему власти запретили даже и этим заниматься тогда, для того, чтобы он смог заработать себе на кусок хлеба. Поэтому вот этот акт самосожжения, произошло это перед организации местного самоуправления, и затем это явление распространилось на другие, волнения распространились в другие кварталы и районы столицы, и в результате все это увенчалось событиями 14 января, когда прежний президент Бен Али бежал из страны. Мы достигли стадии выборов. Это первые демократические выборы, прозрачные выборы в Тунисе. На всей протяжении истории Туниса и эти выборы, в них приняли участие множество партий, более 100 партий. И эти выборы происходили в учредительное собрание. И в результате были внесены поправки к Конституции. Это были выборы в учредительные, именно выборы в учредительное собрание, не президентские и не парламентские. Задача была написать новый проект Конституции и затем приступить к новым законам. Итак, эти выборы закончились победой партии Нахда. Примерно 40% голосов было за нее отдано. После этих выборов учредительное собрание уже выбрал своего главу, а затем были проведены выборы президента республики. Мунсеф Марзуки был избран президентом, который Хамади Джебали, представителя партии Нахды, поручил ему создание правительства. И президентом, председателем учредительного собрания стал представитель партии Такатуль. Сейчас, естественно, задача правительства нормализовать работу, экономическую жизнь, прекратить забастовки, которые были в нашей стране после революции. Это было вполне естественным делом, так как, конечно, были определенные протесты. Ну и, естественно, решение таких вопросов, как безработица. Отличительной чертой этой революции стало то, что в основные участники ее были молодежь, это образованные люди, которые воспользовались современными технологиями, Твиттером, Фейсбуком. Они, кстати, у них не было никакого руководства, но тем не менее они сумели самоорганизоваться. В результате этих событий президент страны бежал. Причины я бы хотел разделить на три части. Первое – это экономические причины. Результат распространения и расширения безработицы, особенно среди молодых людей, получивших университетское образование, несправедливое распределение богатств, маргинализация различных других районов и также распространение коррупции, которая была действительно широко распространена. Политические причины революции – это отсутствие демократии, свободы слова и монополизация партии Дустур власти. Еще есть так называемые объективные причины.
это самосознание тунисского народа, особенно его культурной и образованной части. Они были обеспокоены отсутствием демократических свобод. Это противоречило ситуации, которая складывалась в демократической Европе. Ведь вы знаете, что географически Тунис распространен близко относительно к Европе, и поэтому наша молодежь следит за тем, что происходит в Европе. И поэтому, конечно, молодежь была заинтересована в том, чтобы распространялись такие же ценности демократии, как в Европе. Тунис – это первое исламское арабское государство, у которого была принята Конституции. Это было еще в 1861 году. Хайреддин Баша был первым, кто возглавил реформистское движение в современной истории Туниса. И именно тогда была принята первая арабская исламская конституция. Надо сказать, что этот переходный период сейчас довольно оптимистическим выводом приводит, и переход к демократии переходит спокойно, процессы идут спокойно, конструктивно, с пониманием чувства ответственности. К счастью, мы понимаем, что тунисская революция, несмотря на некоторые жертвы, которые были, но у нас, конечно, количество жертв было небольшим. К счастью, существуют те, кто считает, что ситуация сейчас в Тунисе, когда прошли выборы, которые привели к победе партии Нахда, и говорят, что она находится под влиянием религиозных факторов, и это как бы отдалит ее от демократии. Но в то же самое эта партия гражданская, она не исламская, она не намерена строить исламское государство или возвращаться к шариату, например, как к основе законодательной жизни. Это гражданская партия. Конечно, она консервативная, и, конечно, она находится под влиянием каких-то факторов, но, тем не менее, она приняла на себя обязательство следовать принципам демократии и также содействовать распространению политических свобод и прогресса во всех областях жизни Туниса и тунисского общества. Тунисская экономика всегда основывалась на рыночных принципах, и это именно создавало наше национальное богатство. Но распределение богатства было несправедливым. Почему? Потому что центр власти находился в столице, а регионы были отброшены как бы от этого развития, и в основном в прибрежной полосе сосредотачивалось все это богатство. Плодами этого развития пользовались именно прибрежные районы, а все другие районы были отсталые. Но новая программа и новая стратегия заключается в том, чтобы проекты осуществлялись во всех. Малые предприятия, средние предприятия создавались бы во всех регионах страны. И вовлекаться туда должны все жители этих регионов. Они должны вовлекаться также в процесс принятия решений, так как они знают особенности развития этих регионов, и они знают, как лучше построить там экономическую жизнь, которая исходила именно бы из особенностей этого региона, как трудоустроить молодежь. И таким образом сейчас наша стратегия основывается в основном на том, чтобы предоставить этим регионам возможность принять участие в принятии решений, касающихся создания новых планов, новых проектов, новых инвестиций, и таким образом сделать этот процесс равномерно распределенным по всей территории страны. У Туниса свои принципиальные позиции во внешней политике. Она исходит из невмешательства во внутренние дела. Этот принцип невмешательства во внутренние дела других стран. И, естественно, мы не хотим
чтобы такие вмешательства иностранные, особенно военные, происходили. Мы против такого вмешательства. Это наш принцип нашей внешней политики невмешательства. Поэтому у каждой страны свои принципы внешней политики и свои аргументы, которые объясняют, почему была принята эта позиция или другая. Но у Туниса есть четкая позиция на этот счет. И заявление нашего президента Мустафа Марзука о том, что мы против иностранного вмешательства в Тунисе, отражает принципы нашей внешней политики.